Тема сегодняшнего нашего мероприятия — видеомоста Москва-Ереван. Бегство капитала. Феномен постсоветского пространства. И первый вопрос у меня к Сергею Григоряну. Сергей, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем обусловлен отток капитала из России? Кто главным образом, какой капитал главным образом уходит? И вот разговоров много о том, чтобы улучшить, соответственно, инвестиционную привлекательность России. И тем не менее, пока это только еще остается разговорами. В чем причина такого положения? И каким образом нам все-таки привлечь капитал в Россию, а не, наоборот, стимулировать вывод капитала из страны? Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Да, безусловно, тема выбрана прямо в десяточку, и злободневная, безусловно, тема, но надо разбить ответ на ваш вопрос на несколько частей. Да? Первое – это с точки зрения финансов, что происходит с точки зрения людей. С точки зрения людей, вы спрашиваете, кто в основном выводит капитал. Здесь, если посмотреть на ситуацию в России в динамике, начиная после кризиса 1998 года, наблюдался постоянный отток капитала по годам, но он был минимальный в районе 15 миллиардов долларов вплоть до 2005 года. После этого 6-й и 7-й год – это резкий приток капитала, в 6-м году это 3 миллиарда и в 7-м году 85 миллиардов. Это, наверное, было обусловлено именно тем, что экономика России, будучи стимулированной высокими ценами на нефть и тем, что происходило с другими сырьевыми товарами, соответственно, инвесторы и люди, которые потенциально были заинтересованы в России, начали вкладывать, поверив в нее. Потом случилось, что кризис, и мы имели рекордный отток капитала в то время, например, в 2008 году это 131 миллиард долларов отток капитала. После этого ситуация начала восстанавливаться в некоторой степени. 9-й год 44 миллиарда, 10-й год 27. И за первый квартал текущего года мы имеем 17 миллиардов долларов оттока капитала. Я хотел остановиться на том, что те суммы, которые играют незначительную роль в российской экономике, они могут иметь существенную роль в Армении. То есть, если вы говорите об оттоке, бегстве капитала в миллиардах долларов, то достаточно в миллионах рассчитать в Армении, и это сильно повлияет уже на нашу экономику. Это первое. Второе, что я хотел отметить, это то, что с точки зрения экономической безопасности, если происходит бегство капитала из России, с одной стороны, с другой стороны, если не полностью, то восполняется это инвестициями из других стран тоже. Это тоже надо учитывать. В то время как в Армении этого практически не происходит. Если происходит, то эпизодично. С этой точки зрения данная проблема является существенной угрозой экономической безопасности для экономики Армении. Третье, что я хотел отметить, это то, что за последние 2-3 года, в период мирового финансово-экономического кризиса, как и все остальные страны, Армения тоже нуждалась в кредитах и повзаимствовала, утроила внешний долг, повзаимствовала около 3 миллиардов, что существенная сумма для нашей страны. Но с другой стороны, отток капитала в соседние страны, в Грузию, также в Россию, с одной стороны, это признак того, что развиваются двусторонние и многосторонние связи с партнерами, с торговыми партнерами, но с другой стороны, нехватка денег, финансовых ресурсов не позволяет должным образом развивать отечественную экономику. То есть вот основные моменты, которые я бы хотел отметить. Ну и, конечно, как отметил господин Григорян, есть чисто финансовые аспекты, финансовые экономические аспекты, есть и психологические, которые тоже сильно действуют на инвестиционную среду, которые могут, с одной стороны, способствовать, если есть данная среда, и
дать возможность развиваться экономике, однако инвестиционная среда понимается зачастую однобоко. Говоря об инвестициях, в первую очередь почему-то говорят об иностранных инвестициях, зарубежных инвестициях, в то время как, на мой взгляд, если не будут стимулированы внутренние инвестиции, если не будет доверия расти к национальной экономике, то иностранные инвестиции, они зачастую будут носить политизированный характер. То есть те страны, у которых есть политические интересы в регионе или в стране, они будут инвестировать, невзирая на сложности, риски, которые существуют в данной стране. И закономерности как таковой не будет долгое время. И у меня вопрос тогда такой. Вы говорили о том, что армянский капитал уходит, например, в Грузию. А в чем преимущество ведения бизнеса в Грузии по сравнению с Арменией? Почему в Армении нельзя сделать точно так же, например? Вы, наверное, осведомлены тем, что перемены в Грузии зачастую противоречивые тенденции, которые имеют место в Грузии, но и реформы, которые проводятся, они делают привлекательной экономику Грузии. И сняты многие преграды, о чем уже было сказано в начале, бюрократические преграды. То есть всячески государство старается стимулировать, облегчать вот те этапы, те фазы, которые проходят начинающие предприниматели или инвесторы, для того, чтобы развивался не только крупный бизнес, но и в первую очередь малый и средний бизнес. И те, у кого есть кое-какие сбережения, даже компании, которые имеют солидный капитал в Армении и могут инвестировать дальше, реинвестировать, они инвестируют также в соседней стране, в частности в сфере услуг, в области туризма, где уже существенный прогресс чувствуется. Да, спасибо большое. Мы, наверное, переходим сейчас. Сергей, если у вас есть что прокомментировать, тогда вам слово, Да, потом мы перейдем. Небольшой комментарий, если можно. Во-первых, по поводу значительности сумм, да, безусловно, если смотреть их в абсолютных цифрах, то они будут в разы больше, но их надо соизмерять, соответственно, к масштабам экономики России и Армении. Я, безусловно, согласен с тезисом о том, что то, что для России может считаться незначительным, для Армении это достаточно существенный капитал. И по поводу того, что часть оттока капитала, вот господин Мансурян отмечал, что часть оттока капитала восстанавливается за счет прихода инвестиций, наверное, здесь имелись в виду прямые иностранные инвестиции. Цифры, которые я приводил, это чистый отток капитала. То есть из платежного баланса с учетом притока и оттока то, что мы имеем на конец года или по 2011 году на конец текущего первого квартала. Поэтому здесь в этом смысле, если у вас была надежда, что хоть каким-то образом в России компенсируются вот эти ужасающие цифры по оттоку капитала прямыми иностранными инвестициями, к сожалению, это не так. И то, что было отмечено по поводу состояния именно институциональной части экономики Грузии. Это, наверное, может служить примером улучшения бизнес-климата, сокращения бюрократических барьеров. То есть, хотя это сделано в масштабах достаточно небольшой экономики, но, тем не менее, это может послужить примером как для России, так и для Армении.